суровая и несправедливая комендантша без разрешения входит в твою комнату? Тебя принуждают к отработкам? Или душевая вместе с кухней работают только по расписанию? Про кошмарное состояние комнат и количество студентов в ней вообще говорить не приходится. А знаешь ли ты, что все это является нарушением жилищного законодательства? Начнем с заселения в общежитие. ВУЗ обязан предоставить места тому количеству студентов, сколько мест имеется в общежитии. Но иногда администрация не публикует данные о том, сколько мест реально свободно. Хотя эта информация должна быть тебе доступна. Имей в виду, что приоритет в заселении имеют льготные категории студентов, а порядок заселения остальных студентов определяет администрация университета вместе со студенческой организацией, в деятельности которой ты можешь принять участие. И знай, что тебя обязаны заселить на весь период обучения, а не на 1 год, как это зачастую происходит. Теперь поговорим о сложностях, которые могут тебя ожидать после заселения. На одного человека в общежитии должно приходиться не менее 6 квадратных метров жилой площади. Тебя должны заселить в комнату, которая находится в удовлетворительном состоянии с общей температурой не ниже 18 градусов по Цельсию. Если это не так, ты всегда можешь обратиться в Роспотребнадзор. Комната – это частное пространство, куда можно зайти только по твоему разрешению. Поэтому без твоего ведома или без законных оснований кто-либо не имеет права проникать в нее и тем более изымать личные вещи. Администрация, в свою очередь, имеет право разрешать или запрещать приход гостей с учетом мнения студенческой организации вуза. А вот кухня и душ должны быть доступны для жителей общежития в любое время. Введение расписания их работы незаконно, потому что противоречит жилищному законодательству. Если тебя принуждают к отработкам, хотят выселить на лето из общежития или пугают комендантским часом, то будь в курсе, что все это незаконно. Объясняя свои права, ты можешь столкнуться с попытками напугать тебя выселением из общежития. Даже если ты нарушил права распорядка или поссорился с комендантом, то выселить тебя могут только по решению суда. Однако знай, что в случае отчисления за неуспеваемость или добровольное выселение студенту придется покинуть общежитие. Обрати внимание на то, что плата за общежитие состоит из 2 базовых частей – за наем и за коммунальные услуги. Будь внимателен. Нередко в эту формулу попадают дополнительные услуги, которые могут быть тебе вовсе не нужны. Знай также, что если студенческая организация не согласна с повышением платы за общежитие, то поднимать ее запрещено. Кстати, не забудь воспользоваться своим правом на последипломные каникулы, чтобы ты смог спокойно поступать в магистратуру или аспирантуру, сохранив за собой все стипендии и место в общежитии. По вопросам нарушения твоих прав ты всегда можешь обращаться к уполномоченному по правам студентов в России Артему Хромову.